Если бы не современное остекление балконов, дом можно было бы принять за старинный. Дом Гринберга имеет уникальную Г-образную форму. Один фасад выходит на улицу Молодогвардейскую, другой на улицу Некрасовскую. Дом Гринберга – вид со двора. Вот и второй фасад. Хозяин дома был крупным книготорговцем в губернии и владельцем большой конюшни. До наших дней дошла история несчастной любви дочери Соломона Гринберга Софьи и молодого конюха Федора. Федор погиб затоптанный конем Гринберга, а уж случайно это вышло или по злому умыслу, одному Богу известно. Только после этого случая Софья покинула отчий дом и стала сестрой милосердия. Замуж не выходила. В 1902 году участок приобрел крестьянин Арсений Юрин, уже известный нам по дому на Льва Толстого, 83. Ролик «Самара. Жизнь и судьба». Дом был построен в том же неорусском стиле. В 2019 году дом хотели признать аварийным, но жители отстояли его и добились реставрации.
Интересное архитектурное решение дома, но в отделке ощущается какая-то недосказанность. Может, кирпич надо потемней, как, например, у этого дома. Выглядело бы благородней. Призрак бывшего дома. Хозяин дома, купец Степан Степанович Арочкин, держал на территории своей усадьбы каменную лавку с питейным заведением. Дела шли неплохо, но в 1882 году вдруг сначала умирает в возрасте 25 лет супруга Степана Степановича, а следом за ней и он в возрасте 37 лет. Детей у них не было, и усадьбу наследовал старший брат Николай Степанович Арочкин. Он не был купцом, а начал свою карьеру в Самаре в учительской семинарии, а завершил карьеру в чине коллежского советника. С 1900 по 1901 годы даже исполнял обязанности градоначальника. В 1884 году усадьбу Савиновых выкупил самарский врач Леопольд Греве. Кстати, пещера братьев Греве названа в честь его сыновей, якобы пропавших в ней. В реальности же они не пропадали, а только оставили на входе надпись «Рудольф и Роберт Греве, 1904 год». В этом доме в 1895 году Леопольд Андреевич Греве вместе с другими врачами открыл частную поликлинику для бедных. Прием у врача стоил всего 30 копеек. Усадьба врача Греве хорошо гармонирует со зданием на противоположной стороне улицы Некрасовской. Сейчас трамвай проедет, и мы пройдем туда. Здание принадлежало купцу второй гильдии Юлию Богдановичу Христенсену, Юлиусу Теодору Конраду Кристенсену, уроженцу немецкой колонии Сарепта под Царицыным. Поэтому и гостиница в этом здании называлась «Сарептские номера». В 1904 году гостиницу наследовал сын Николай, который занимался дальнейшей реконструкцией здания. После революции в 1918 году, хотя Николай и работал в советском учреждении, он был расстрелян как классово чуждый элемент. Реабилитирован в 1997 году. Изначально усадебным местом владело семейство Степановых. Этот дом тоже принадлежал им.
Мешаем, мешаем. YouTube канал снимаем старину. Что еще осталось красивого? В старой Самаре, да. Столько лет просим восстановить это здание. Ну, Не восстанавливают? в одном месте, Это жечь вас надо так. да, в одном месте это удалось нам. Люди жаловались, мы записали. Ну, у нас, конечно, не такой, не жалобный канал, Нет, но нет. просто это, в контексте записали. Нет, ну, И- население. В прошлом году это так, мы Галактионовский дом, но каменный там дом. В этом году приехали, у них восстанавливают дом, а то хотели снести. Так что, может быть, и у вас наладится все. На аварийное, то есть у нас А у них вот тоже давили аварийные. Это вот где строят театральную понятно, что это станция. станцию, да. У нас вот этот дом очень красивый. Вот этот вот кирпич. Да, да. Вот нигде вы таких углов не найдете. Все снимаем. Видишь, как говорят, очень все. Новые-то можно построить, а вот такие уже не построишь. Стараемся своими силами поддерживать. Не все мы можем. Кто предлагает сжечь старинный дом, у того нет любви. А когда нет любви, действует принцип «выгодно-невыгодно». Да, конечно, выгоднее в хрущевках заменить железные трубы на пластиковые, чем ремонтировать исторические дома. Но во что тогда превратятся наши города?
Это третий, самый крупный доходный дом Арсения Юрина. Снова угадывается его любимый стиль. Во время ремонта закрасили клейменные кирпичи. Клейма от заводов старинных стояли. Жалко. В этом доме с 1912 по 1918 годы жил выдающийся художник театра и живописец Александр Павлович Васильев. Первый многоэтажный дом в Самаре советского периода. Никаких архитектурных излишеств. Все подчинено экономии. Иван был одним из 6 приемных детей известного купца первой гильдии Павла Михайловича Журавлева, владельца одной из крупнейших в Поволжье мельниц, а также владельца одного из первых металлообрабатывающих предприятий Самары, на базе которого в советское время был построен Средневолжский станкостроительный завод. Павел Михайлович много лет был почетным членом благотворительных обществ, попечительства детских приютов и общества попечения о бедных. Григорий Арефьевич Долгашев занимался продажей модной обуви. На первом этаже дома находились торговые помещения, на втором – офисы. На крыше дома видна триумфальная арка. Вензель из букв Г и Д в обрамлении растительного орнамента.